А перед началом этого ролика просьба поставить лайк, потому что я на его производство потратил довольно-таки много времени. Также вы можете меня поддержать на сервисе Boosty при желании. Ссылочка на него есть в описании. Испытание башни магов — это действительно интересное испытание для ваших нервов. Механики, что раньше доставляли проблем, все еще их доставляют, но не суть. В прохождении за кота есть несколько нюансов. Расходники почти везде одинаковые. Настои на мейнстат, в моем случае это бфашный настой на ловкость. Вот ситуативно. Я использую такой, но ему есть альтернативы. Ну и барабаны использую вместе с потом и бурстами в нужный момент. Но на Агате есть некоторые уникальные расходники. Здесь можно использовать два расходника. Первый — это интересная еда. При убийстве мобов вы получаете баф на 10% скорости и 10% скорости бега на целую минуту после убийства каждого моба. И дополнительный баф, получаемый с помощью лесного эликсира. Он написано дает 10%, но на самом деле всего лишь 5%. Но даже так это очень приятно. Гир. Для прохождения я использовал почти всю экипировку Shadowlands, но потом в один момент решил все-таки переодеть, потому что слишком много хосты было и версы. Я прикинул и решил, что все-таки других статов будет тоже полезно заиметь. Поэтому я взял из банка сердца Азерота, плащ легендарный, бфашный, и штанишки скрафтил, потому что могу. У меня в кожевке есть рецепт. Ставил сокеты, которые купил, не так дорого, и чарочку, которую я сделал опять-таки с помощью кожевки. Вот. С помощью одной нитки и наличия единички на Авокапандаре вы можете себе сделать подобные накладки. Правда, опять-таки, уровень предметов не должен превышать 50. Взял с аукциона эти ботинки, зачарил их, благодаря чему получил прирост к скорости бега 10%. Кольца такие лишь потому, что я просто имею их в наличии в банке. Вот. Я вставил в них другие сокеты, немножко зачарил и, ну, типа норм колечки. Данный тринкет дает при нажатии раз в 1,5 минуты 10% универсальности. Я посчитал, что это неплохая тема под бурсты. Ну и в принципе раз в 1,5 минуты, а бурсты кулдаунятся 3. То есть дважды успеваешь нажать, неплохо. И этот тринкет. Он пассивно прокает, появляется дракончик, который наносит урон, примерно 8-10% за бой он наносит. И его плюс большой в том, то, что тут можно подобрать ему статы самому. По сути, я мог бы вставить сюда шестеренки на искусность и универсальность. Но я решил не менять, потому что как бы они стоят немало. Оставил такой, который использовал при прохождении за Соуха, а потом и за танка. В принципе, этот тринкет мне очень пригодился. Вы можете его скрафтить, вставить сами шестеренки, правда, для этого надо будет иметь инженерное дело аж 3 дополнений прокачанное, так что смотрите сами. Вот, плюс сами шестеренки довольно-таки могут быть дорогими для кого-то. А так вы можете приобрести этот тринкет, если вы играете на Гордоне, на аукционе. Я выставляю все варианты этих тринкетов. Также я использую оружие, это артефакт. Я ему вставил вот такие вот релики, из-за чего оно получилось 50-го айтем левела, что позволило мне их зачаровать. На левую пушку я повесил чары удар 5. Она пассивно дала мне дополнительный прирост урона аж целых 8%. То есть на постоянной основе 8% урона. Также на правую руку я танцующую сталь зачарил. Она дает при проке 30 ловкости, это порядка 10% урона. Также о каких расходниках я забыл сказать. Это те, которые используются прямиком на оружие. Массивное точило чарится на левую руку. Оно дает нам прирост порядка 5% башни магов. Хотя даже так оно, вы видите, неплохо так дало урона. Это чарится на правую пушку, и все. Вы в полной боеготовности и можете идти сражаться с Агатой. Хотя, когда я вчера проходил башню магов, она была еще без вспомогательных способностей, которые дает башня магов. И если вы пойдете сегодня, завтра или даже, может быть, в течение следующей недели, будет очень и очень упрощен бой с ней. Имейте в виду. Также я сделал вот эту вот табличку. И здесь вы вот так вот можете навестись, и вам откроется ссылочка на чарочку. То есть вы просто наводите, и вот они чарочки. Это лучшие чары для прохождения башни магов. Возможно, я, конечно, что-то упустил, но вроде бы тут есть все. Заметьте, что эти чары чарятся только на вещи не выше 50-го айтем левела. Шеей, конечно, исключение. Они чарятся на предметы не выше 60-го уровня. А кольца чарятся на вещи не выше, да, 140-го. Так что имейте в виду. Здесь несколько вкладочек, то есть чарки для армора, для вепонов. Немножко сокетов сюда приложил, а также указал здесь еду, которая вам будет полезна.
Бой с Агатой в основном заключается в убийстве ее адов. На протяжении всего боя постоянно вылазит ады, и вам надо при первой же возможности их убить. На первой фазе, сразу после начала боя, Агата призовет группу дымящихся бесов. Убивайте их как можно быстрее, по максимуму используя способности с действием по области. Примерно через 15 секунд после начала боя в противоположном конце комнаты появится первая волна бесов-прислужников. Вам нужно будет их законтролить и максимально быстро убить. Для этого я использую как раз таки массовое плетение. Вскоре после этого появится первый тлеющий бес. Либо быстро убейте его, что я обычно и стараюсь делать, либо отведите его в ту часть комнаты, где void-зона от его взрыва не будет вам мешать, что я делаю очень редко. К тому моменту, как Агата начнет применять темную ярость, вы уже должны расправиться с волной бесов-прислужников. Используйте мощные способности, чтобы быстро снять щит и прервать способность. Это нужно обязательно делать. Если вы вдруг не успеете разбить щит до появления мрачных бесов, то необходимо сразу переключиться на них и убить их максимально быстро, а далее сбить ей каст. Старайтесь приберечь защитные способности для более поздних этапов боя, когда тайминги темной ярости и призывы мрачных бесов совпадут. В дальнейшем просто разбирайтесь с бесами по мере их появления. Вторая фаза начнется, когда уровень здоровья Агаты опустится до 50%. Она телепортируется вглубь пещеры, и демоны-громилы начнут толкать катящиеся камни. От них нужно уклоняться любой ценой, так как они не только наносят огромный урон, но еще и оглушают. Если вы понимаете, что не успеваете уклониться, обязательно используйте защитные способности, либо зайдите в форму медведя. Время от времени Агата будет телепортироваться в противоположную часть пещеры. Далее бой будет продолжаться без изменений, а приоритет механик примерно следующий. Мрачный бес, далее идет темная ярость, бес-прислужник и дымящийся бес. И наоборот. Бой плюс-минус будет продолжаться циклично, пока вы не убьете его.